Ваш продукт не нужен никому абсолютно, никто не хочет тратить деньги. Потому что микрозелень — это в первую очередь здоровье, а во вторую очередь вкуснятина. Все эти люди могут продавать вашу микрозелень за вас. Вот они, бабки. Вот это в натуре капуста. Всем привет. Меня зовут Тихон, и я бизнесмен. Я занимаюсь выращиванием микрозелени и занимаюсь этим бизнесом уже чуть более 2 лет. Для тех, кто не в курсе, давайте покажу. Микрозелень — это вот такие маленькие росточки, которые я выращиваю, и они имеют вкус готового растения. Если это у меня горох, то и вкус он имеет гороховый. Если тут у меня стоит редиска, то и вкус у нее тоже редисковый. Уже свой бизнес я вывел на достаточно неплохой уровень и достаточно хорошую прибыль, я считаю. Оборот больше 100 в месяц — это, я думаю, неплохо. С тем учетом, что маржинальность около 70-80%. Так вот, наверняка вы видели какие-нибудь короткие ролики, в которых я рассказывал, как классно и круто можно все сажать и зарабатывать деньги. Как, например, вот этот ролик, который набрал больше 20 миллионов просмотров, что-то в этом роде. Каждый пытался мне написать: да ты вообще не понимаешь ничего в бизнесе. Ты попробуй продай эту хрень, кому она нужна вообще? Кому-то все-таки нужна, наверное, не просто так я сейчас строю новую ферму. И вбухиваю туда, охренеть, какие огромные бабки. Почему это стоит так дорого? Я не понимаю. Так вот, люди писали: попробуй продай. Кому ты это продашь? Вот покажи мне человека, который у тебя это купит. Тогда поверю. Так вот, этот ролик как раз таки для тех людей, которые не понимают, куда и каким образом можно продавать микрозелень. Потому что вырастить ее — это супер легко. А вот продать — это уже другой вопрос. Сейчас скажу одну очень важную мысль. Люди, которые ее поймут, и которые, в принципе, что-то понимают и знают, что волшебства не бывает, и мы живем, к сожалению, не в сказке, или к счастью, они останутся и досмотрят этот ролик до конца. А люди, которые хотят халявы, которые хотят просто это там вырастило, и оно все само продалось, даже ничего выращивать не надо, чтобы просто бизнес деньги приносил, а делать ничего не нужно было. Вот такие люди, если вы смотрите меня, то выключайте ролик. Следующие мои слова вам точно не понравятся. Так вот, мысль-то какая? Микрозелень никому не нужна. Ее никто не покупает. Она не продается, как и любой другой продукт. Чтобы продать продукт какой-либо, его нужно продавать. Продавать — это не выставить на Авито и ждать покупателя. Ваш продукт не нужен никому абсолютно, никто не хочет тратить деньги. Вы должны до человека донести ценность вашего продукта и объяснить ему, возможно, как-то осторожненько, плавненько, потихонечку создать потребность в этом продукте. И тогда человек будет у вас забирать ее просто тоннами. У меня микрозелени не хватает. Реально не хватает. Я сажаю больше. Каждый новый день посадки у меня сажается больше. Но, нет, ее забирают. Говорят: а давайте, мы в прошлый раз брали 2 гороха, давайте возьмем на этот раз 10 гороха. Я просто не успеваю сажать. Почему? Потому что хорошо продаю. И вовремя понял эту мысль, что никому не интересно, что вы продаете. Никому это не нужно, и никто не хочет тратить свое время и свои деньги на ваш продукт. Так вот, если вы это поймете, начнете это осознавать и держать это постоянно в голове, тогда вам будет намного проще научиться продавать любой продукт. А теперь давайте расскажу, куда потенциально можно продавать микрозелень. Кто ее у вас может купить, если вы грамотно продадите. Если вы придете на завод, то вряд ли вы там что-то продадите. Но если вы придете, например, в какой-нибудь фитнес-центр и скажете: ребят, смотрите, какая у меня есть зеленушка. Вы же любите есть зелень, спортсмены, и следить за своим здоровьем. И они скажут: ну, любим. И вы уже продолжаете развивать диалог на то, что: а вы знали, что микрозелень в 10 раз полезнее обычной зелени? И при этом вы никого не обманываете, это реально так и есть. Вы можете почитать факты в интернете. Может быть, я когда-нибудь сделаю ролик по этим фактам. Но это так и есть.
вы создаете спрос на ваш продукт у потенциально вашего клиента. А потом этот клиент уже становится вашим, и вы продаете ему активно микрозелень на постоянной основе. Вот и все. А теперь давайте пробежимся по списку таких потенциальных клиентов, которым вы можете продавать микрозелень и которые будут покупать микрозелень. Потому что в моем чате Telegram есть люди, которые активно продают микрозелень, и они продают ее везде. Я лично общался с людьми, которые продают в каждое место, которое я сейчас назову, продают, и там активно покупают. У кого-то пойдет в одну сферу продавать, у кого-то не получится в эту сферу продавать, он начнет в другую сферу продавать. Но в любом случае научиться продавать можно. Для этого не нужно обладать каким-то врожденным талантом и так далее. Нужно немножко ума и терпения. Первое, куда вы можете продавать микрозелень, это рестораны. Лично я продаю в основном только на рестораны, и вы можете продавать напрямую, а можете продавать через какого-либо поставщика, потому что в рестораны постоянно приезжает поставщик, который привозит яйца, курицу, зелень, сыр и так далее, и так далее, и так далее, картошку, лук, там, морковь. Все это привозит один поставщик, как правило, ну, либо парочка. Вы можете найти контакт этого поставщика, сказать: чувак, привет, я выращиваю микрозелень, давай я тебе ее буду давать, а ты ее будешь поставлять ресторанам. Вам даже не придется продавать, вам придется договориться только с человеком, который занимается поставками, но тогда зарабатывать вы будете чуть-чуть меньше. Потому что человек, который занимается поставками, тоже должен прикрутить свой процентик. Либо же вы можете сами, как я это делал и продолжаю делать. Идете в ресторан, знакомите и говорите: йоу, здорово, чуваки, я крутой сити-фермер, принес вам подарок. Вот вам такая микрозелень и такая. У вас такой крутой ресторан. Попробуйте украшать свои блюда. Если вам понравится, буду рад для вас выращивать микрозелень. И все. И начинайте потихонечку знакомиться с ресторанами и им тоже продавать. Лично у меня уже наработана огромная база ресторанов, которые я поставляю зелень. Также вы можете продавать частным лицам. То есть обычному человеку, который не ресторан, не какое-нибудь предприятие. Вы можете просто взять и создать аккаунт в соцсетях, давать рекламу и активно продавать там. Люди, сейчас пошел тренд на здоровье, на здоровый образ жизни, потому что микрозелень — это в первую очередь здоровье, а во вторую очередь вкуснятина. Частники тоже очень хорошо и активно покупают микрозелень. Когда я начинал этот бизнес, я работал только на частников и неплохо продавал. Просто потом потихонечку перешел на рестораны. Третье, куда вы можете продавать, это овощные лавки. Приходите, знакомитесь с хозяином, общаетесь с продавцом, просите контакт хозяина этой лавки и общаетесь с ним. Рассказываете, что да как и почему. Можете даже взять и приносить на реализацию продукцию, чтобы они ее продавали. И пробуйте продавать через лавки с овощами, фруктами и зеленью. Почему нет? Это человек туда придет изначально за овощами, фруктами и зеленью. Увидит там вашу зелень крутую и купит ее. Классно же. По-моему, очень круто. Лично я общался с одним из своих подписчиков, который мне сказал, что у него в городе много ресторанов, он поставляет во все рестораны, но еще больше в его городе овощных лавок, в которые он поставляет в несколько раз больше этой зелени, и люди с удовольствием ее забирают. Главное, грамотно объяснить продавцу, который будет продавать, да, вашу микрозелень в этих лавках, что это за продукт и для чего он нужен. И тогда успех вам гарантирован. Четвертый пункт – это сырные, мясные, рыбные, какие-нибудь еще лавки, в которых продается, да, не самый дешевый продукт. То есть сыр, ну, сам по себе дорогой, а если это сырная лавка, то там, как правило, продаются и дорогие сыры тоже. И туда не приходят люди, у которых нет денег. Микрозелень – продукт не дешевый в продаже, потому что большая маржинальность, выходим на пик рынка, и поэтому ценник большой. Вот. На мой взгляд. Наверное, а может и нет. Отличный ценник. Мне нравится. Поэтому мы идем в такие лавки, в которых продаются дорогие сыры, колбасы, рыба. Приходите, общаетесь, говорите: давайте поставим на реализацию.
Попробуйте, продастся, не продастся. Подарите своим постоянным клиентам. Классно же, классно. Они ничего не теряют. Вот магазин при этом ничего не теряет. Понравится так работать, будете закупать и будем поставлять. Не захотите закупать, можно брать и давать на реализацию. У нас себестоимость одной этой коробочки 20 рублей. Продавать мы ее можем там за 150, за 200. Вообще легко. Поэтому, если 1-2 коробочки испортится, а 10 штучек продастся, то это идеальный результат. 6-й пункт – это фитнес-центры. В фитнес-центрах находятся люди, которые занимаются спортом. Наверное, не пьют алкоголь, не курят, потому что спорт круто. Там сконцентрированы наши клиенты. Поэтому попробовать договориться с фитнес-центром, чтобы поставить у них, да, на продажу, на реализацию микрозелень, было бы прям вообще идеально. А также вы можете поговорить с тренерами и договориться с тренерами, чтобы тренера тоже говорили: кушайте микрозелень, это вкусно, полезно и прикольно. И при этом тренер не будет обманывать никого, а реально будет говорить правду, потому что это вкусно, полезно и реально прикольно. И тренер за каждого там приведенного клиента может получать процент с его продаж, покупок. Тогда эти тренера будут делать вашу работу за вас. Они будут продавать, а вы будете только растить. И если вы думаете, что вы можете взять и сдать куда-то микрозелень, то это не совсем так, это так не работает. Вы не можете взять микрозелень, вырастить и ее сдать как металлолом. Нет, это так не работает. Микрозелень вы никуда не сдадите. И не нужно писать таких комментариев. Или пишите. Комментарии всегда полезны для YouTube. И 7-й, последний пункт в этом ролике, но на самом деле этих пунктов намного больше, можно продавать куда угодно, вообще абсолютно. Я слышал даже, что в школах продают микрозелень. 7-й пункт – это мастера, которые занимаются маникюром, парикмахеры, именно женские парикмахеры, какой-нибудь мастера наращивания ресниц, бровки, ноготочки, педикюрчики, маникюрчики, губки, ножки и так далее, и так далее. Все эти люди могут продавать вашу микрозелень за вас. А почему именно мастера маникюра и так далее, и так далее? Потому что к ним приходят именно девушки, которые следят за собой, следят за своим здоровьем, следят за своей красотой и так далее. А микрозелень – это про здоровье, про красоту и про молодость. Я назвал только малую часть мест и сфер сбыта микрозелени, которые мне первые пришли в голову. Вообще можно пробовать реализовывать все, что угодно. Можно продавать куда угодно, если вы научитесь это делать грамотно и правильно. Я веду бизнес на микрозелени и, честно, уже на этом собаку съел. Знаю, как все это выращивается и так далее. И всей этой информацией делюсь с вами. Если вдруг захотите тоже выращивать микрозелень или пищевые цветы, или бэйби-овощи, всем этим я занимаюсь тоже. И рассказываю у себя на канале, как создать условия, как построить ферму, как посадить, как вырастить, как продать и так далее, и так далее. Даже своими поставщиками делюсь. Все найдете у меня на канале, поэтому подписывайтесь и смотрите описание. А люди, которые думают: да ну, какая-то шляпа, что-то микрозелень какая-то и так далее. Для вас история. История о том, как молодому мальчику, Тихону, пришла идея выращивать микрозелень. И он начал ее выращивать потихонечку, рассказывал своим родителям, и ему почти что все говорили, что да блин, ну ты сам себя слышишь? Какую нахрен микрозелень ты собрался выращивать? И кому ты ее будешь продавать? Никто никогда не купит у тебя микрозелень, потому что ты пацан, потому что ты лох, потому что ты это выращиваешь у себя дома, где-то еще. Это у тебя нету ничего, у тебя нету ИП, у тебя даже нету нормальной одежды. Но это я так уже начинаю придумывать. Родные и близкие практически все говорили, что да ну бред какой-то, что ты делаешь, иди работай на завод. Но нет, не на завод, но я учился на повара, мне говорили: иди работай поваром, ты что тупишь? А я бизнес хотел делать, мне стало интересно, я думаю, я думаю, вот я специально возьму,
выращу и продам, чтобы вам показать, что это реально, что купят и не посмотрят на то, что я молодой, на то, что я некрасивый. Шучу, я очень красивый. И единственный человек, который в меня верил, это мой отец, который тоже был бизнесменом. Не сказал бы, чтобы он прямо углублялся в эту тему, но ему просто нравилось, что я хоть что-то делаю, занимаюсь каким-то бизнесом и так далее. Не сижу на месте, не смотрю там сериалы и так далее. Поэтому он пытался меня максимально поддержать. И я говорил, блин, вот надо ехать за стеллажами, покупать. Стеллаж стоит 1500 рублей. Он говорит, ну поехали съездим, я тебе дам в долг 1500 рублей. И я думаю, ну, погнали. И как бы вот такая поддержка, конечно, очень сильно мне помогла. Наверное, благодаря отцу, в принципе, я еще тогда не прекратил этим заниматься. И благодаря ему же сейчас у меня есть бизнес, который приносит очень хорошие деньги, честно говоря. И я могу обеспечивать себя и свою семью. Хотя я пацан просто. Вот на велосипеде неделю назад катался, бутылку в заднее колесо вставлял, ехал, и у меня был типа драндулет. В «Казаки-разбойники» неделю назад играл. Так вот, если вам кто угодно, близкие, родные люди даже говорят, что у тебя не получится, не слушайте вообще никого не слушайте. Если вам хочется, и вы в себя верите, да неважно, получится оно или нет, главное попробовать. Неважно, микрозелень, любой бизнес, все что угодно, не бизнес. Если вам самому хочется, то берите и делайте. Не слушайте никого, кто вам говорит, не получится и так далее. Хотите стать балериной, идите и учитесь балету. Да. Потому что если вам кто-то говорит, да нет, ну какой балет, ты что? Нет, ну ты что? Никого не слушайте. Вы можете все, если сильно захотите. Поэтому никогда никого не слушайте, идите за своей целью и за своими желаниями. Главное, чтобы они не противоречили закону. А то мало ли у кого-нибудь там мечта, я хочу стать наркобароном. А я сейчас скажу, делай, делай, делай. Поэтому, ребята, я лично для вас пример. Мне говорили практически все, вот кроме одного человека, моего отца. Мне говорили все, что это хрень. Никто никогда у тебя это не купит. И это было очень обидно мне. И когда у меня начали покупать, и когда сейчас у меня покупают на большие суммы денег эту микрозелень, и я приношу эти деньги домой и покупаю продукты, оплачиваю что-то, да, и так далее, мне прям на душе приятно, что я доказал людям, что все возможно, если сильно этого желать. Я даже помню, первый заказ у меня был на более-менее крупную сумму, на 1500 рублей. И я эти 1500 рублей принес домой, такой типа, вот они бабки, вот это в натуре капуста, говорю, смотрите. И это было прикольно. А потом принес 5000, а потом принес 10 тысяч, а потом уже взял и заехал как бы в магазинчик, там купил всяких деликатесов, колбас, манго, авокадо, каперсы, оливки и так далее, всякого напокупал домой, угостил всех своих родных, и они такие, а чё отмечаем-то? Я говорю, да ничего не отмечаем. Успех. Поэтому не слушайте вообще абсолютно никого. Если вы чего-то очень сильно желаете, то вы можете этого добиться. А люди, которые говорят, да у тебя не получится, да это у них бы не получилось. Если бы они пробовали, у них бы не получилось. А у вас получится. На этом все.